Всем большой привет! Меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Подготовка к Новому году 2023, часть 2. Как вы видите, елка у меня еще в процессе намотки гирлянды, думаю, пару вечеров, и я буду у цели. Последние 2 недели я занималась тем, что красила по-разному елочные игрушки, использовала разные техники, сейчас я вам все расскажу об этом, и вы сможете выбрать то, что вам понравится. Начнем вот с таких как будто ржавых игрушек, хотя кто-то говорит, что они похожи на шоколадки. Я взяла обычные стеклянные шарики, я выбрала именно стекло, потому что у стеклянных игрушек вот эта вот пимпочка такая красивая металлическая, а у пластиковых она, соответственно, пластиковая. Но, в принципе, можно использовать вообще любые игрушки, какие-нибудь старые, которые вам надоели, или просто самые дешевые, разноцветные. Я свернула листочек бумаги и закрепила на нем игрушку, чтобы она плотно держалась, но я додумалась до этого не сразу, и сначала шарики у меня болтались на карандашах, и это было не очень удобно. Я взяла бронзовую эмаль с молотковым эффектом. Ссылки на эмаль в этот раз я прикреплять не буду, потому что я брала их все в разное время, в разных магазинах, что-то офлайн, что-то онлайн, и сейчас я просто их не найду. Покрываю полностью шарик. И присыпаю сверху мукой. Также я сделала с эмалью зеркальный хром, который, кстати, не такой уж и зеркальный, мы это увидим дальше. Нужно дать краске полностью высохнуть, и после высыхания сметаем излишки муки кистью или щеткой. Серебряный шарик мне захотелось припылить золотой краской. И получается вот такой крутой эффект. Для второго варианта я взяла соду и акриловую краску и смешала их. Как вы понимаете, цвета могут быть вообще абсолютно любыми, в зависимости от вашей цветовой гаммы. Я делала белые, бежевые и черные. Когда краска высохнет, можно подчеркнуть текстуру золотым акрилом и сухой кистью. Для третьего варианта, чтобы добиться вот такого эффекта состаренного стекла, нам нужны стеклянные шарики и зеркальная краска, но, к сожалению, шарики я нашла только из пластика, а краска, как я говорила, не совсем зеркальная. Если вы знаете, где найти простые стеклянные шарики, пожалуйста, напишите мне в комментариях, потому что я просто сбилась с ног в поисках заготовок и так и не нашла. В общем, освобождаю шарик от всего лишнего. Берем нашу эмаль и несколько раз пшикаем внутрь шарика. Потом берем воду пополам с уксусом и тоже делаем несколько пшиков. Даем немного постоять и вращаем шарик так, чтобы краска распределилась.
Хорошенько все это нужно потрясти с салфеткой. И потом сушим краску феном. Таким образом я нанесла 3 слоя. На поверхности должны образоваться вот такие пузырьки. Насколько я поняла, именно зеркальный эффект дает только одна краска, вот такая, но, к сожалению, ее нигде не было в наличии, я не смогла ее купить. И стеклянные шарики тоже дают более натуральный эффект, но работаем с тем, что есть. 4-й слой я решила сделать бронзовым, чтобы придать вот этот вид старины. Я не досушила краску, она немного растеклась, и шарик стал слишком бронзовым. Тогда я решила покрыть серебряной краской сверху, и потом брызгала white спиритом и аккуратно промакивала салфеткой, чтобы снять краску пятнами. И вот такой способ мне понравился гораздо больше. Еще я брызнула черную эмаль внутрь шарика, чтобы добавить глубины. Помните вот эти колпачки? Их я тоже покрыла краской, золотой и бронзовой. Я завязала бархатные ленточки. Итак, эти игрушки уже можно вешать на елку, но так как елка у меня не готова, я оформила при помощи этих игрушек камин. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если будете красить игрушки, выкладывайте это в сторис, отмечайте меня, мне будет очень интересно посмотреть. Ссылка на мой аккаунт будет в описании. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых выпусках.